Появляются новые публикации, новые любопытные факты по поводу пропажи девушки этнической чеченки. В конце апреля в чеченском селе Курчалой была убита 25-летняя мать троих детей Зухра Музаева. Ну, тут утверждается, пока это не подтверждено, это Астра публикует, но интересные факты новые появились. По данным источника редакции «Свобода не за горами», речь идет о так называемом убийстве чести. Как пишет новая газета «Европа», Музаеву выдали замуж в 16-летнем возрасте, практически девочку, не дали ей ни учиться, ни развиться, ни жить нормальной жизнью. Ее муж Якуб Магомадов был на 6 лет старше. Ну, то есть тянула его на детей. А в 17 лет девушка родила двойню Альбину и Айдиму, затем еще одну дочь Аминат. Музаева продавала косметику в Инстаграм, ее муж отправился на войну в Украину. Вот сообщается, отец девушки Самради Музаев тоже военный. Как утверждают три независимых друг от друга источника, Зухру убил собственный отец. Якобы он побрил дочь налысо, вот это мне не очень понятно, откуда это может быть информация, заставил ее саму копать себе могилу. Ну и первый раз я уже об этом говорил, что как будто когда только об этом говорят, мне показалось, что это такая попытка вовлечь внимание, но ничем не подтвержденная. Вот здесь уже есть интересные факты. Два источника также подтвердили, что убийство могло быть совершено по мотивам чести. Очень странно и сомнительно. Сейчас объясню. Предположительно, одной из причин для убийства стало подозрение в том, что Зухра изменяет своему мужу. При этом, по словам собеседника «Свобода не за горами», сам вот Якуб, это муж Магомадов, был недоволен тем, что убийство его жены совершили без его ведома. Здесь очень важный момент, то, что, по крайней мере, мне досталось, получилось понять об этом консервативном народе, поправляйте из этого народа кто-то, если знает, в чем мои ошибки могут быть. Это то, что коллективная ответственность рождается, когда девушка, когда она замужем не была, если она ведет себя не так, как предписано шариатом там их, то тогда эта тень бросает на весь стейп, то есть там огромное количество семей, и они все будут на нее могут охотиться. То есть это очень опасная ситуация. Но если она выдана замуж, то здесь полностью ответственность мужа. Больше того, если бы она как-то вела себя неправильно, то не должен был бы вмешиваться отец, наоборот, для него было бы естественно, и тот самый Тейп бы от него этого по сути требовал. И вот я думаю, что здесь могло что-то такое произойти. То, что если даже что-то с ней не так, ты должен говорить, что, ну не знаю, я воспитал нормально, дальше вопросы к мужу. Там, он ее испортил, там, я не знаю, что-то произошло. И это было бы как раз естественно с точки зрения коллективной ответственности. А здесь получается, что он что-то сделал, и муж даже недоволен. Потому что на самом деле это бьет по чести мужа, когда с его женой какой-то папаша что-то делает. Вот очень странный момент. И это уже вот в этом случае я готов поверить, что кто-то мог эту информацию сливать, потому что папаша себя повел, мягко говоря, странно для их же культуры. Больше того, когда с ним связываются журналисты, он разговаривает так, что очень странно себя ведет. Говорит по-хамски, вместо того, что, опять же, следовать каким-то определенным правилам, ну, хотя бы даже, да, там, переводить информацию, поговорите с мужем, то есть это не его собачье дело уже, все, она замужняя, куда ты лезешь. Вот это любопытно. Ну, давайте вот разберемся, потому что здесь приводится его разговор с журналистами. Корреспондент «Новой газеты Европы» дозвонилась до отца, предполагаемой погибшей, тот заявлял, что его дочь, и опять же, если все это правда, но я думаю, что расшифровку не станут врать, наверняка есть и запись, якобы, значит, она смылась за границу, я меняю матерные слова, он матерными словами постоянно говорит. Это вот очень странный верующий человек. И потом за границу. Еще раз, он говорит даже не о ней. По сути, он говорит о семье ее мужа, у которого тоже огромный тейп, там тоже куча родственников. Он его унижает. Вот все, что он о ней говорит гадости, ее отец. У меня прям, я пытаюсь понять, а зачем ему это надо? Слушайте, он может какой-то извращенец, может он ее там изнасиловал. Потому что он сейчас пытается ее выдать, облить грязью, нарушая в принципе правила вот этого консервативного общества. То есть он обливает грязью уже не ее. За нее ответственность у них лежит сейчас на муже. Он левый, он вообще никто. А он на нее, ну, по праву, типа отец, не-не-не-не. Пока она была девушкой, ты был отец, и на тебя действительно ложилась ответственность. Сейчас уже нет. А значит, в нем что-то нечисто. И похоже, на него косо смотрят, поэтому и вышла информация в самом селе, где это произошло. Похоже, его в чем-то подозревали, какой-то с ним что-то. Короче говоря, теперь давайте вот пройдемся по разговору. До нас дошли слухи, говорят ему журналисты, что с Зухрой что-то случилось. Вот теперь я начинаю верить. Вот тут похоже, что он какой-то ненормальный, и все в селе, видимо, недовольны. Хотели, и тогда могла выйти какая-то информация. Хотели узнать у вас, правда ли это? Неправда, ничего, нормально все, ответил мужчина раздраженно. Да, просто в селе говорят, что она умерла. Вот тут начинаю верить. Вот тут начинаю верить. Это не его, еще, ну уж извините, что повторяюсь, это не его дело. Все, там мужа ответственность. К мужу всего вообще то, что с ним разговаривают они, об этом надо с мужем разговаривать. Да хрена, что говорят, как кто вам мой номер дал? А что сейчас с ней, они спрашивают. Ну, они на идиотский вопрос не отвечают, там, есть желание, в общем, номер найти несложно. Ничего с ней, жива-здорова.
Вот так. Вместо того, чтобы опять же сказать, там, у мужа спрашиваете, вы что, я здесь при чем? Все, выдали замуж, у мужа спрашиваете, что с ней. Где она? Он на себя уводит. Вот, может быть, еще какая-то быть причина, да, может быть, наоборот, отмазывает мужа, не знаю. А где она? Можно с ней как-то связаться? Пошла она, то есть грубо, то есть матом говорит. Почему говорят, что вы убили свою дочь? Кто сказал убил? Она уехала. Куда уехала? Ничего себе. Вот так муж должен это услышать, так как-то уехала. Куда она уехала? За границу смоталась. Опа, кого он облил грязью? Всю семью мужа. Всю, огромную, у него огромная семья. Он всю, только что он просто вот то, что он о ней говорит, он говорит вообще не о ней, он говорит о ее муже. То есть его жена куда-то там за границу. Опачки. Кто сказал, что убил? Не, она смоталась. Вот так. Куда уехала, его спрашивают? Не знаю. Еще раз позвонишь, где ты находишься? Да пошла ты, на. Говорю, понятно, да? Вот такой разговор. Вот заинтриговали, посижу за этим делом. Не знаю, друзья, пишите со своей стороны. Вот теперь у меня картиночка немножко начинает нарисовываться, основываясь на том, что пришлось, с чем приходилось знакомиться, по крайней мере, изучая этот удивительный консервативный народ. Увидимся, последим за этим делом.